Фрэнк Герберт. Американский писатель-фантаст. Время не считает своих часов. Достаточно только посмотреть на круг, и это становится очевидным. Правильно то, что изменяет правила. Будь готов принять то, что дано тебе испытать. Высокомерие годится только на то, чтобы возвести крепостную стену, за которой прячутся сомнения и страх. Камень тяжел, и песок весит немало, но гнев глупца еще тяжелее. Ты еще ребенок, который ищет, как стать мужчиной. Когда же ты станешь мужчиной, то будешь тщетно искать ребенка, каким ты был когда-то. Самыми постоянными законами Вселенной по-прежнему остаются случай и ошибка. Самый верный способ сохранить тайну – это заставить людей поверить, что они знают ответ. В этом случае люди не станут задавать вопросов. Правда всегда несет в себе двусмысленность тех слов, которыми ее выражают. Тебя могут сокрушить в тот момент, когда ты думаешь, что взял в свои руки решение своей судьбы. Будь осторожен и готов к неожиданностям. Когда мы творим, находятся другие силы, действующие в том же поле. Любая дорога, которую проходишь до конца, приведет в никуда. Карабкайся в гору чуть-чуть, только чтобы проверить, гора ли это. С вершины горы нельзя увидеть гору. Никогда не води компании с тем, вместе с кем ты не хотел бы умереть. Самый опасный человек – это тот, у кого нет эмоций. Существует утверждение о том, что любовь является плохой сделкой, нет никаких гарантий. Это заблуждение. Любовь на самом деле не нуждается в гарантиях. Любовь отличается тем, что ты даришь радость, не заботясь при этом о последствиях. Есть во Вселенной такие вещи, знания о которых можно добыть, только участвуя в этих вещах. Познать их, находясь в стороне, невозможно. Разум накладывает на все некую форму, которую он называет реальностью. Эта произвольная форма совершенно не зависит от того, что подсказывают нам наши чувства. Парные противоположности ограничивают твои устремления, и ты становишься их заложником. Люди появляются на свет, страдая подверженности самой упорной и изнурительной из всех, интеллектуальной болезни, самообману. Эта болезнь придает драматическую окраску самому лучшему и самому худшему из миров. По нашему мнению, к этой болезни не существует естественного иммунитета. Надо проявлять постоянную бдительность. Мотивы, коренящиеся в нашем непроницаемом прошлом,
возникают из бессознательного и становятся событиями, с которыми нам приходится не только жить, но и бороться. Это чудовище с головой гидры, которое нападает на нас с невидимой нами стороны. Самосознание – это то же самое, что смотреться в зеркала, движущиеся сквозь Вселенную и вбирающие по пути все новые и новые изображения, бесконечная рефлексия. Бесконечное при таком взгляде представляется конечным. Вот прямой аналог сознания, которое по кусочкам собирает образ бесконечности. Все мы стремимся реализоваться, но если что-то тормозит нас, мы ищем выхода в боли, ищем ее для себя или причиняем ее другим. Особенно уязвимы в этом отношении подростки. Юность пробует свою силу множеством способов. От старых мук надо избавляться так же, как змея избавляется от старой кожи. Это надо сделать для того, чтобы вырастить новые отношения и понять ограничения, которые накладывали старые муки. Если дитя, или человек неподготовленный, или невежда, или безумец причиняет вред, то вина ложится на тех, кто имеет власть над ними, ибо они не предвидели и не предотвратили этот вред. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Невозможно манипулировать марионеткой, дергая лишь за одну нитку. Существовать значит выделяться, не оставаться фоном. Глубоко в подсознании людей укоренилась поистине извращенная потребность в разумно устроенной, логичной, упорядоченной Вселенной. Но дело в том, что реальная Вселенная всегда, пусть на один шаг, опережает логику. Природа дает детям родителей для того, чтобы они знали, как не надо воспитывать своих детей. Презреть, что ты смертен, значит познать начало ужаса. Познать же неизбежность смерти, значит положить конец ужасу. Двигайся, не торопясь, и день твоего мщения придет. Людям нужны трудные времена, тяготы и угнетения, чтобы развивались их душевные силы. Люди лучше всего чувствуют себя тогда, когда у каждого есть свое место и каждый знает о своем положении в мире, в событиях, происходящих вокруг него. Уничтожь место человека в мире, и ты уничтожишь самого человека. Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе и встречает сопротивление. Когда-то человечество изобретало машины в надежде, что они сделают людей свободными. Но это лишь позволило одним людям закабалить других с помощью этих самых машин. Как часто гнев заставляет людей отринуть то, что говорит им внутренний голос. Фрэнк Герберт. Цитаты
и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.